Так, давайте представимся. Меня зовут Сычев Дмитрий. Я являюсь основателем Monoacademy, трейдер, автор курсов. Я сейчас с вами буду проводить вебинар в 4 частях. То есть первое, я вам расскажу о всех обновлениях Moonbot с начала этого года. Во второй части я расскажу, как подключить Telegram к Moonbot. Его настроить для получения отчетов о сделках и об управлении удаленно через Telegram команды. В третьей части я отвечу на ваши вопросы вживую через наш голосовой чат в Телеграме. И в последней заключительной части мы сделаем розыгрыш 5 бесплатных доступов в наш закрытый чат Moonacademy. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно будет в нашем Telegram чате вот здесь написать сообщение, одно сообщение просто цифрами от 1 до 100. Да? И в конце я сделаю розыгрыш с помощью сайта рандомных чисел и выберу 5 победителей. Да? Тот, кто первый напишет это число, тот и победит. Значит, еще раз повторю, от 1 до 100 нужно писать. Так, сейчас я открою доступ к написанию сообщений, и мы начнем с вами вебинар. Так, и первое, это у нас все обновления, которые вышли в нашем терминале Moonbot с начала этого года. 1 января, да, вышло небольшое исправление, направленное на исправление вылетов при получении ошибок Binance 12.030. Следующее обновление у нас вышло 17 января 2022 года. Что здесь было добавлено? Добавлен параметр Trigger Kbuy. Ключ триггера, который включается при исполнении buy-ордера. Давайте посмотрим. Так. Триггеры. Триггер Key был раньше, теперь добавлен триггер Kbuy. То есть, еще раз повторю, это ключ триггер, который срабатывает при исполнении buy-ордера. В муншотах нету триггер Key, да, он заменен на триггер Kbuy. Потому что здесь можно сделать при срабатывании покупки, да, по buy-ордеру, чтобы срабатывал ключ. Следующее обновление. Добавлен параметр минутной дельта объема. Считается как отношение объема за последнюю минуту к среднему минутному объему за последние 3 часа. Если значение 1, то текущий объем равен среднему. Давайте его посмотрим. Задается он в фильтрах. Да? Новый параметр. Минутная дельта объема. Минимальное значение и максимальное значение. Если какой-то из этих параметров указан 0, то параметр не работает. На графике эти данные мы можем видеть в левом верхнем углу. Здесь указан ВД, это средний минутный объем по отношению к среднему минутному объему за последние 3 часа. Следующее добавление, это у нас добавлен параметр Sell by Trigger BL. Продажа, если сработал триггер CS. Чуть позже он был обновлен, этот параметр, то есть его алгоритм работы. Мы его рассмотрим чуть позже. Параметр Trigger Clear Triggers убран и заменен на 2 новых. Давайте посмотрим. Так, раздел триггеров. Раньше у нас один был параметр Clear Triggers. Да? Теперь у нас Clear Triggers Below и Trigger Clears Above. Что эти параметры значат? Первый параметр Below это сбросить все триггерные ключи, которые ранее сработали на этой монете до цифрового ключа, по которому сработал ключ. Да? То есть, допустим, если триггер key сработал с ключом 10 и с этой галочкой, да, будут стерты все ключи с 1 до 9. Если же
мы поставим галочку above, то в этом случае при том же ключе 10, да, у нас сбросятся все ключи с 11 и выше. Если мы поставим обе галочки, то, соответственно, будут сброшены все триггерные ключи, да, кроме того, который сработал. Так, дальше. Добавлен новый метод подключения к фьючерсам в разделе «Специальные». Есть вероятность, что уменьшатся лаги со связью. Да? Давайте посмотрим. Настройки, специальные. Вот он, третий метод подключения. Да? Можете его попробовать. Будет ли он стабилен, да? То есть, ну, это у каждого будет индивидуально. Идем дальше. Так, и были исправления. Потребление памяти при слишком частых детектах со звуковыми алертами было исправлено. Кнопка Clear в чартах не сохраняла состояние нет открытых окон после перезагрузки бота. Работа вестопа с мультиордерами исправлена. Сохранение состояния F7 после перезапуска. Что такое F7? F7 вот, это возможность затереть размер вашего депозита, да? Размеры ордеров. Вот, открытые ордера и кэшбэк, а также если была последняя сделка. Да? То есть F7 позволяет скрыть эти параметры для того, чтобы вы могли, допустим, показать скрин кому-то и так далее, и не светить ваш, допустим, большой депозит. Вот. Так, что еще было? Так, галка «Исключить из расчета дельт» в общих настройках работает независимо от галки CS. Вот эта галочка, вот, исключение из дель, да, для расчета средней дельты рынка, вот, она работает независимо от этой галочки. То есть эту галочку можно выключить, а эту включить. Тогда вот эти вот монеты будут исключены из расчета средней дельты по рынку. Да, то, что в скобочках у нас указано. Вот. Поэтому это было исправлено. Так, все, обновление мы закончили. Следующее обновление вышло у нас 24 января. Кнопки для управления Sell Price у нас появились. Вот. Их можно активировать двумя способами. Первое, это дважды кликнуть по названию «Продать», да, и появляется 6 кнопок. Вот. Либо это можно было через меню, у нас появилась новая вкладка Sell Price. Либо фиксированный, либо ползунком. Да? То есть эти кнопки также настраиваются, как и кнопки размера ордера. Да? Щелкнув дважды, можно задать нужное значение процента sell прайса. Вот, и переключать. Также в настройках в разделе Hotkey появилась такая вот вкладка. То есть это вкладка фиксированный ордер, да, размер. Это фиксированный sell price. Здесь тоже можно задать его, допустим, если не через кнопки задавать. И у них также есть горячая клавиша, да, с помощью шифта. Shift F7, Shift F8 и так далее. Так, следующее. Галка «Звук при сигналах» заменена на «Звук при сетевых проблемах». Зайдем в настройки. Так, интерфейс. Вот эта галочка «Звук при проблемах с сетью». Вот. Раньше это была галочка на звуковой сигнал при срабатывании стратегии. Да? Вот. И у тех, у кого не было настроены звуки в самих стратегиях, эта галочка звучала с этим звуком при срабатывании стратегии. Теперь же эта галочка проигрывает звук только в случае проблем с сетью. Да? И в стратегиях вам обязательно нужно будет настроить определенный звук для стратегии. Да? Те, кто, допустим, у кого перестали изучать звуковые сигналы при срабатывании стратегии, да, вам нужно зайти в настройки этих стратегий и прописать нужный вам сигнал. Да? Нужно выбрать нужный, допустим, звук для той или иной стратегии. Дальше. Так, исправлена логика Active Trigger. Поддержка сигнала триггера на ключе Trigger Key By для муншота или на ключе Trigger Key для остальных стратегий. Пока стоит By Order. То есть, давайте разберем. Так, обычная стратегия, раздел триггеры. Вот, Active Trigger, да, то есть поддержка триггера пока стоит By Order, да, то есть, допустим, ключ Trigger Key 10 при срабатывании данного ключа, вот, пока стоит By Order,
вот, сигнал триггера 10 будет активен. Вот. Как только buy order снимется или исполнится, вот, в этом случае ключ продолжает действовать, но уже оставшись, то есть вот эти вот 60 секунд. То есть этот отсчет, да, секундов по триггеру, да, не начнется, пока не снимется buy order, либо он не исполнится, когда стоит галочка актив. В муншотах, если поставить галочку актив триггер, то при выставлении buy ордера у нас сразу появится сигнал по этой монете, да, то есть с этим ключом, допустим, ключ 10, да, вот, и с галочкой актив триггер у нас сразу сработает этот 10-й ключ, да, и слайд стратегии, если у них есть 10, вот, то он тоже запустится, вот, а когда buy ордер исполнится, тогда начнется отсчитываться вот этот триггер second, эти секунды. Это что касается муншотов. Следующее. Так, все, здесь обновлением закончили. 25 января вышли небольшие исправления и улучшения. Мы всегда настоятельно рекомендуем держать бота в активном состоянии, то есть активная версия текущая, потому что бывают часто исправляются мелкие ошибки, какие-то улучшения. Поэтому если вы видите кнопку, что появилась новая версия, то всегда настоятельно рекомендуем обновлять до актуальной версии. Следующее обновление это 30 января. Сохранение положений окон отчетов и стратегий. Хоткей Ctrl-Shift F10 для сброса положения окон. А бывает так иногда, что вы нажимаете кнопку стратегии или там отчеты, вот, и у вас окно не открывается, да, потому что оно вдруг, допустим, было где-то на другом мониторе, да, или еще как-то, или какой-то баг произошел, и, то есть вы нажимаете, а окно такое не появляется, да, вот, то нажмите сочетание клавиш Ctrl-Shift F10 и положение окон сбросится. В этом случае этот баг исправляется и окна всегда появляются. Там стратегии, отчеты, маркеты и так далее. Все это сможете вы открыть. Если вдруг у вас встретился такой баг, не забудьте просто нажать сочетание этих клавиш. Добавлено настраиваемое ограничение количества чартов в одном окне. Так, чарты это у нас возможность открывать графики в отдельном окне. Да? Оно доступно только участникам программы кэшбэка, поэтому настоятельно рекомендуем перейти на наш корпоративный кэшбэк для того, чтобы воспользоваться данной классной фишкой. Вот. И ползунок внизу вот, открывать не более 46 графиков в окне, допустим. Да? Если я уменьшу там до 10, вот, то в отдельном окне в чарте будет открываться не больше 10 графиков. Да? То есть если сработает стратегия новая там, да, с 11 монеты, то этот график уже не откроется в этом чарте. Идем дальше. Добавлена возможность сброса второго счетчика профита в общих настройках. Давайте посмотрим. Настройки. Автостарт. Вот. Теперь появился счетчик именно второго варианта сброса по времени и сделкам. Да? Раньше его не было, теперь он есть. Так, добавлена команда. Telegram-команда для сброса счетчиков профита. Reset Loss. Так, несколько команд в одном сообщении Telegram по одной команде в строке. Включается. Давайте посмотрим. Настройки. Специальные. Вот, ремота. В этом разделе появилась галочка. Мультистроковые команды. То есть с включенной галочкой вы можете послать несколько команд в одном Telegram сообщении, да, вашему боту, который подключен к Телеграмму. Вот. И каждая строчка будет выполняться последовательно, да, то есть 1, 2, 3 и так далее. То есть если вам нужно сделать, чтобы произошло несколько последовательных операций с мейнботом, где-то продать, что-то открыть и так далее, да, то есть по этой галочке можно сразу несколько команд посылать в одном сообщении. Так, то есть, а также можно команды включать, да, вот она команда set multiline on-off. Следующее обновление вышло у нас 10 февраля. Было добавлено отображение расчетного кэшбэка на главном экране. Это вот эта фишка, да? Давайте вот здесь даже посмотрим. Вот. То есть здесь указан приблизительный кэшбэк, вот, который вы получите.
Если нажать на слово кэшбэк, то в выпадающем меню можно приблизительно настроить несколько параметров. Да? Спот фьючерсы отдельно, например, если надо. Да? Период, за который считают. Да? За все, начиная с 1 февраля только работает. За последние 90 дней, 30 дней. Либо за периоды, когда у нас обычно уходят, считаются кэшбэки. То есть по 2 недели. Там, с 1 по 15, 16 по 30. Вот. А внизу идет табличка, вот, с датой, с размером по споту, по фьючерсам и так далее. Так. Вообще кэшбэк это довольно интересная, как бы сказать, как интересная. Это полезная функция, вот, которую настоятельно мы рекомендуем подключать всем. Помимо того, что он дает много классных фишек, да, вот, которые доступны только пользователям нашего кэшбэка официальным. Вот. Здесь есть такие как стратегия Moonhook, например, да, автопокупка BNB, инструмент эмуляции цены на графике с помощью карандаша, мониторинг графика в отдельном окне, вот эти вот чарты, да, то есть это помимо того, что вы получаете 30% возврата комиссии, да, что уже выгодно, да, вот, получать, то еще дополнительно вот такие вот классные фишки. Поэтому кто еще не подключил или думает, там, надо пересоздавать аккаунт, да, как бы есть такие нюансы, но поверьте мне, потратить не один день, даже там несколько часов, да, для того, чтобы пересоздать аккаунт, вот, и подключить кэшбэк, получить все эти фишки бесплатно. То есть, ну, это же классно. Плюс тому, ежемесячно, 2 раза в месяц вы будете получать еще кэшбэк. То есть, часть возврата части уплаченной комиссии. Так, идем дальше. Новые опции сортировки муншотов. Daily volume по суточному объему и minute volume по минутному объему. Стратегии муншот в разделе стратегия сеттинг. Вот сортировка. Вот здесь 2 новых параметра. Daily volume и minute volume. Так. Вот, sell by triggers BL. Теперь задается строчка ключей. Через пробел ключи должны быть под множеством trigger KBL. Чтобы сработала продажа, данный ключ должен быть обязательно в разделе CS, да, триггеров. Как это работает? Стратегия. Раздел триггеров. Вот смотрите. Вот она строчка Sell by Trigger BL, то есть продать открытые ордера в том случае, если появился ключ, который здесь указан. Допустим, я хочу, чтобы по 4 ключу, да, если он приходит, вот, то не просто монета была занесена в черный список на 10 минут, на 10 секунд, но и закрыли все открытые ордера на продажу, допустим. Тогда я указываю здесь 4. Вот в этом случае, если придет ключ 2, монета просто попадет в черный список, да, blacklist. Вот 9 то же самое. А если придет с 4 ключом, то тогда будет продажа. То есть закроются все открытые ордера. Вот. Если же, допустим, я здесь укажу 5 ключ, например, да, но его не будет здесь, то продажи тоже не сработают. То есть продажа не сработает. Этот ключ, да, который здесь указан, обязательно должен быть в этом подмножестве. То есть обязательно здесь указан. Вот. Еще один момент. Вот. Trigger second BL здесь нужно указать значение больше, чем 0. Если здесь будет 0, то продажа по 5 ключу тоже не сможет произойти. Обязательно здесь должно быть указано в секундах, да, значение там, любое. Вот, но не 0. Если будет 0, еще раз повторю, то параметр Sell by Trigger BL не сработает. Так, и последнее в отчет добавлено колонки с плечом LEV и абсолютный процент по сделкам Profit ABS. Давайте посмотрим. Отчет. Вот колонка Profit ABS, да, то есть это реальный процент роста или падения, то есть по вашей сделке. Да? Вот в этом профите здесь уже с учетом плеча указано. Здесь это в абсолютных значениях. И второе, это столбец, это LEV, то есть плечо. С каким плечом данная сделка произошла.
Вот. На споте это здесь у нас единички, да, то есть здесь нет плечей. Вот. Ну и эти тоже цифры будут совпадать. Здесь будет, ну, два знака после запятой, да, здесь более точные значения можно увидеть. Так, закончили. Следующее обновление это 6.75. Исправление колонок в отчете. Вот, а также в настройках отчета добавлена опция «Считать средний ордер без плеча». Так, давайте посмотрим. Отчеты. Эта галочка находится вот здесь вот в этой кнопке, в этом ключике, да. И вот там галочка «Средний размер с плечом». То есть по умолчанию у всех он стоит, то есть как было, да. То есть мы здесь видим средний размер, это наш реальный ордер. Если же мы галочку снимаем, то в этом случае у нас уже отображается с плечом, да, то значение, которое было у нас, то есть на бирже выставлено, да. То есть здесь меняется средний размер ордера и меняется средний процент, да. То есть на сумму это не влияет, на профит. Вот. С галочкой это как у нас раньше. То есть здесь сумма обеспечения ордера указывается и профит либо убыток уже с учетом плеча. Так, и последнее обновление, которое у нас было, это 15 февраля 2022 года. В расчет кэшбэка добавлена опция выбора мгновенного либо текущего курса BNB. Давайте посмотрим. Вот она галочка. Вот, то есть либо считается, если галочка мгновенной, то есть в момент сделки, например, да, вот, если галочка мгновенная, то это будет средний размер, то есть среднее, не среднее, а точнее текущее значение BNB, да, вот, и по нему будет уже считаться ваш профит по кэшбэку, да, то есть сколько вы получите, то есть, поэтому, но опять же повторю, то есть сумма кэшбэка это приблизительное значение, да, так как обмен BNB на USDT происходит перед выплатами, да, вот, поэтому это мы только приблизительно можем видеть потенциально, сколько можем получить профита. Так, дальше. В отчет добавлена колонка часовой и суточного объема H-Volume и D-Volume. В отчете в самом конце у нас появились два столбца новых, да, то есть часовой объем и суточный объем, то есть на момент детекта либо сделки. То есть раньше эти данные мы могли видеть только открыв график, да, то есть сделки, вот, и там посмотреть на эти часовые дневные объемы по монетам. Сейчас они выведены в отдельные столбцы и тем самым позволяют нам более удобно анализировать эти объемы, да, и видеть, ага, то есть там минусовые сделки чаще, когда, допустим, часовые объемы маленькие, да, например, да, или наоборот большие и так далее. И уже эти данные можно использовать у нас в фильтрах. Так, последний параметр: добавлен знак после запятой в надписях на кнопках ордера. Ну, здесь просто более подробно стало расписываться вот здесь вот на кнопках, да, то есть когда там пишешь там 1500 или там 1650, то здесь будет уже чуть больше после запятой несколько знаков, да, вот. Все, мы с вами рассмотрели все обновления. Переходим ко второй части нашего вебинара. Это подключение к Moonbot Telegram. Для чего это нужно? Для того, чтобы получать отчеты о сделках, чтобы настроить автоторговлю по Telegram сигналам, вот, чтобы удаленно управлять Moonbot, изменять параметры, либо покупки делать какие-то очень быстрые. Вот. Итак, рассмотрим, как подключить к боту Telegram. Для этого нам нужно зайти в настройки во вкладку Telegram. У нас есть две возможности подключить к боту Telegram. Это через встроенный клиент, вот, либо скачать альтернативный Telegram.
Я предпочитаю, рекомендую использовать встроенный клиент, потому что он более стабилен. Вот. И при запуске, перезагрузке сервера либо компьютера и запуске Moonbot не требует запуска дополнительно альтернативного Telegram, то есть еще одного приложения. То есть на сервере, допустим, бот перезагрузил сервер, запустил бота, вот, и все, бот уже сразу автоматически при запуске подключается к Telegram. Вот. Не нужно еще дополнительно запускать Telegram клиент отдельный, да? Вот. А со стандартным Telegram бот не связывается, и для него нужно специально альтернативный Telegram скачивать. Давайте рассмотрим, как подключить Telegram, вот, на примере встроенного клиента. Для этого ставим галочку. Вот. Здесь он требует прописать номер телефона. Указываем свой номер телефона, на котором есть у вас уже Telegram аккаунт. Нажимаем кнопку Send. Вот. У нас ушло сообщение в наш Telegram канал, вот, с кодом, который нужно будет сюда ввести. Вот пришло сообщение. Копируем и сюда вставляем. Все. Окей. Пишет статус. Теперь нужно проверить, что Telegram, что Moonbot читает Telegram канал. Для этого нужно создать канал. Там любое название можно написать. Создать. Все. Сделать частное, допустим. Сохранить. Пропустить. Все. И теперь видите внизу в Moonbot прописался имя Telegram канала. Да? То есть мы увидели, что бот читает теперь Telegram, наш Telegram. Вот. Также можно это проверить, если, допустим, придет любое сообщение в какую-нибудь вашу группу, например, да, то здесь будет указано его название этой группы, да, в той, в которой пришло последнее сообщение. Также, допустим, если я здесь сейчас напишу какое-нибудь сообщение, вот, то теперь смотрите, нужно остановить бота и снова запустить, для того, чтобы файл записался, в котором прописываются все Telegram сообщения, которые бот видит. Вот мы видим, да, что Telegram подключен, и в канале 1, да, вот пришло сообщение. Вот, привет. Вот, то есть здесь в этом файле будут прописаны все сообщения тех каналов, групп, да, которых бот может читать, да, которые у вас находятся в вашем аккаунте. Вот. Теперь, значит, открываем настройки. Все, видим, Telegram подключен. То есть здесь прописано, что Telegram успешно подключен к нашему Moonbot. Теперь, чтобы получать отчеты и управлять ботом через Telegram, нужно создать Telegram группу. Вот. Но перед этим нужно определиться с Telegram ботом, вот, который будет пересылать сообщения из Moonbot к вам в Telegram. Здесь есть две возможности. Первое — это использовать стандартного бота нашего T-Moonbot, вот, либо создать своего, да, Telegram бота. Я рекомендую создать своего для более стабильной связи. Вот. Для этого нам нужно зайти в Telegram и в поиске найти Telegram бота, который помогает создавать Telegram ботов. Значит, наберем поиски бот. Вот, бот Father. Вот этот Telegram бот помогает создавать Telegram ботов. Давайте запускаем. Все, он предлагает команды. Здесь нам нужно вот create a new bot, то есть создать нового бота. Нажимаем.
он предлагает ввести имя бота. Давайте назовем его так, отчет, давай, допустим. Отчет. То есть там любое будет название. Теперь нужно создать никнейм, уникальное имя для бота. Обязательно в конце он должен заканчиваться на слово бот. Да? Вот. Ну, давайте также напишем mb отчет бот. Вот. Вы, конечно, должны какое-то другое имя придумать. Все, он его принял и создан такой бот с таким никнеймом mb отчет бот. Вот. И у него здесь появляется токен. Вот. Поэтому теперь мы можем создавать группу и уже в него использовать именно этого нашего бота. Вот его получается ник. Да? Вот. Давайте его скопируем. Вот, хорошо. То есть бота мы создали. Теперь надо создать группу и добавить туда нашего созданного бота. Создаем группу. Название можем написать любое. Отчеты, например. Вот, далее. Здесь в поиске ищем нашего бота, которого мы создали. Вот его нашли и нажимаем «Создали». Все, у нас появляется наша группа. Здесь два участника. Сначала надо эту группу зайти в управление группой и историю чатов для новых участников сделать видимой. Сохранить. Вот. Теперь следующее. Нужно вот этого бота нашего назначить администратором, чтобы у него была надпись, что имеет доступ к сообщениям. Назначить администратором. Здесь все по умолчанию. Сохранить. Все, появилась звездочка. Вот. И теперь, когда вышли, снова зашли, появилась надпись «Имеет доступ к сообщениям». Теперь дальше. Нужно в наш Moonbot добавить нашего созданного бота с помощью этого токена. Можно нажать вот здесь на эту надпись. Вот, текст скопирован. То есть, и либо выделить и скопировать. Вот все вот это вот, всю эту строчку. Заходим в настройки. Ставим галочку «Я имею своего бота». Вот, и в это поле вставляем скопированный наш токен. Вот, давайте нажмем ОК, чтобы сохранилось. Снова заходим в настройки. И теперь уже генерируем пин-код. Да? Вот. Перед этим можно еще, допустим, назвать этого бота, вот, чтобы в отчете, когда будет приходить, было указано, какой бот прислал вам отчет. Да? Допустим, this bot name, то есть имя этого бота, давайте назовем его курсы. Вот. Так, давайте генерируем пин-код. Вот. Нажимаем кнопку «Сохранить». Вот, нажимаем «Ок». Заходим в наш созданный группу отчеты. И здесь вставляем созданный пин-код из Moonbot. Нажимаем Enter. Все. И видим такое приветственное сообщение, что mbot отчет вот, пишет курсы, то есть название нашего бота, и говорит, что да, данный пин-код принят, привет, друг, и дальше вот оно сообщение о том, что какие команды может выполнять данный бот курсы, да, вот. Можно ему, допустим, спросить баланс его, да, написать команду list, Enter, вот. Все, он присылает отчет, да, что на боте курсы, вот, открытых ордеров 0 и итоговый баланс, то есть все 0 USDT.
Все. То есть мы теперь можем общаться с нашим ботом, да? Как это еще можно проверить? Вот, то есть читает ли бот этот канал, вот, написав сообщение hi, то есть привет, вот, и бот тогда присылает нам список команд, который он может выполнить, то есть покупку, продажу и так далее. Вот. И каждый раз, когда вы пишете сообщение, в логе есть именно указание команды, да, что вот он получил команду и отвечает на нее. Вот. Поэтому бот читает Telegram и читает, слушает данный канал, конкретно этот бот. Вот. Здесь вот она, мой канал, у этого бота отчеты. То есть данный бот подключен к каналу отчеты. Вот, через собственного созданного бота, вот, через генерируемый пин-код. Все, здесь мы сделали все настройки. Вот. Если вдруг вы хотите этого бота отключить от этого канала и подключить его в другой канал, да, вот, то нужно нажать Reset канал и тем самым сбросите именно привязку к этому каналу. И заново сгенерируете новый пин-код и ставите в другого бота, вот, чтобы привязать к другому каналу, например. Да? Вот. Следующая галочка еще здесь есть, это слать отчеты о сделках. То есть, если вы хотите, чтобы ваши сделки, покупки, продажи присылались в этот же канал в ручном режиме, да, то есть, когда вы вручную торгуете, то галочка это надо. Если вы не хотите, чтобы от ручной торговли из этого бота присылались отчеты в Telegram-канал, то галочку это нужно снять. Вот. А следующая галочка это мультистроковые команды. Это последнее обновление была введена функция, когда можно построчно прописать несколько команд, и бот их будет последовательно выполнять каждую. Вот. И еще одна настройка это выпадающее меню. Здесь можно настроить, как часто получать системные сообщения от этого бота, либо вообще отключить системные сообщения. Вот. Есть нюанс, правда, когда некоторые сообщения в любом случае будут приходить, да? Но по большей части здесь отключать как бы ничего не надо. Они очень важные и говорят именно о корректности работы Moonbot. Теперь давайте, как проверить, что бот читает Telegram, либо определенные каналы, если вам надо проверить. Вот. Для этого нам нужно открыть папку с ботом и открыть папку Logs. В папке Logs найти файлы log.add с указанием даты. То есть в нем можно как раз и увидеть, вообще подключен ли Telegram к боту, читает ли он его, и читает ли определенные каналы, которые вам нужны. Вот, когда стоит вопрос, а читает ли бот определенный канал и видит ли он данные сообщения, то здесь можно найти, то есть название чата, в котором пришло сообщение, да, и какое сообщение в нем пришло. Вот. Если вдруг бот не смог подключиться, да, не подключен к Телеграмму, вот, и он его не читает, соответственно, не видит никакие сообщения, то записи будут примерно такие. То есть старт, стоп, то есть это запуски бота, вот, и пусто. Да, то есть в этом случае бот не читает Telegram. Еще раз повторю, вот здесь внизу бота будет название того чата, либо группы, в которой пришло последнее сообщение. Вот, это в том случае, если бот читает Telegram. Если не читает, то здесь будет красная надпись, что нет сообщений в Телеграме. Еще один момент. Бывают случаи, когда бот присылает отчеты о сделках, то есть о торговле, но не отвечает на команды. Вот. Это может происходить, если по каким-то причинам у вас сбилось на подключение к Телеграмму. Да? То есть по факту получается, что для получения сигналов, да, для управления ботом, вот, подключение к Телеграмму обязательно. А для получения отчетов от бота, вот, подключение к Телеграмму не обязательно, потому что там идет по другим каналам. Вот. Поэтому, когда вы получаете отчет от торговли ботом, но не можете им управлять, то есть бот не отвечает на приветственную команду hi, вот, то вам нужно зайти в бота и проверить подключение к Телеграмму. Да? Возможно, придется логаут выйти, вот, и заново подключиться, заново ввести код.
Вот. То есть заново сделать переподключение бота к Телеграмму. И тогда связь снова восстановится. То есть как проверять, что бот читает Telegram, я вам объяснял в начале уже. Еще один важный момент. В Telegram группу вот, желательно не подключать больше, чем 3 ботов. Вот. В противном случае могут быть потери сообщений и задержки в получении команд. Вот. До 3 ботов в одну Telegram-группу можно безопасно добавлять ботов, вот, и ими управлять либо одновременно, либо давать им команды одновременно и получать отчеты от всех торгующих ботов. Так, ну все. Теперь переходим к вопросам. С этого момента в чате можете уже не писать цифры. Вот так, сейчас я в чате поставлю ограничение в 1 минуту. Вот, теперь задавайте вопросы. Значит, вопросы можно задавать как здесь, текстом, в чате, так и можно голосом вживую, у кого есть микрофон, возможность через чат для вебинара звукового. Больше писать цифры не надо, вот, потому что все. Вот, переходим к вашим вопросам. Кто хочет задать вопрос, зашел в чат голосом, то поднимаете руку, я даю возможность вам задать ваш вопрос и на него отвечаю. Отвечать я также буду на YouTube в трансляции, вот, поэтому в голосовом чате Телеграма можете там меня не слушать. Я жду вопросы. Есть желающие задать вопросы? Поднимите руку, пожалуйста, в чате голосовом Телеграма. Либо задайте вопрос текстом здесь в чате вебинара. Самый главный вопрос, что-то как теперь жить? Жить нормально. Вот, много способов, как обойти. Вот, точнее, как сказать, сейчас уже, понятное дело, что уже ничего не изменится, да, то есть уже есть новые правила, они уже будут работать, вот, поэтому нам придется просто построить нашу торговлю под них. Вот, сделать либо белый список, либо сделать субаккаунты и на них разделить монеты, которые вы хотите для торговли сделать, да, чтобы там... Сейчас все идут тесты, вот, в части возможности все-таки найти увеличение лимитов, да, и возможность все-таки обойти как-то эту систему. Но я думаю, что сильно, конечно, мы не сможем, как раньше, запускать шоты на всех парах, на всех монетах. Вот, к сожалению, то есть новые реалии, то есть их нужно принять. Так, давайте пока дам голос. Александр, вам даю голос. Можете задать свой вопрос. Так, пока Александр там готовится к вопросу. По поводу связи TradingView с Moonbot, да, будет, скорее всего, еще один урок по поводу настройки Телеграма с Moonbot, да, то есть в части получения сообщений с каких-то платных групп или платных каналов. Вот. Но это, может быть, будет попозже. Посмотрим, если наберется достаточно информации и темы. Так, Александр, я слушаю вас, ваш вопрос. Дмитрий, мой вопрос заключается в том, что хотел узнать, какие альтернативные стратегии, кроме муншота, в связи с последними изменениями, на которые стоит обратить внимание.
Хорошо, я понял вопрос. Так, значит, какие еще стратегии сейчас могут работать, кроме муншота? Вот, ну, я хотел бы обратить внимание всех на стратегию Moonhook. Вот, то есть можно, в принципе, ее подстроить под ловлю череды прострелов, да. Вот, еще одна стратегия, ну, это можно дропсы, вот, попробовать очень аккуратно, с короткими стопами, вот, с хорошими, допустим, ну, с глубокими проливами, да, то есть не короткие там дропсы под 0,5%, да, вот, но и зажать, допустим, EMA фильтрами, да. Кстати, да, EMA стратегию тоже можно хорошо попробовать организовать, вот, в части поиска волатильности, да, в чате Академии, вот, буквально недавно, то есть разбирали, Костя разбирал именно стратегию по волатильности через EMA стратегию. Вот, поэтому нет, много других стратегий, которые можно сейчас продолжить тестировать, да, то есть мы просто заакцентировали только на муншоты, да, вот, хотя я говорю, сейчас на споте муншоты продолжают работать, да, то есть бесспорно, вот, то есть они оттуда никуда не уйдут. Фьючерсы, есть ограничения, их тоже можно обойти, при желании, конечно, можно, вот, но другие стратегии также можно тестировать, дропсы, EMA, Монхуки, в принципе, тоже довольно интересная и имеющая потенциал стратегия. Так, давайте Олег. Олег, я вам даю разрешение говорить. Вот, и пока почитаю чат. Так, будут ли альтернативные разработки управлением ботом с помощью Телеграма, других средств Да, более Дмитрий, трех? день добрый. И пока почитаю чат. Подскажите, как связать Будут ли альтернативные разработки управления 3 ботов в телеге, понятно. Да, Дмитрий, день добрый. А как отправлять команды к каждому боту? Как связать 3 ботов в телеге, понятно. Так, по поводу связи, допустим, ну, в принципе, вы можете просто-напросто делать для каждого бота отдельную группу, да, и там его прописывать. Тогда вы можете по отдельности управлять. А некоторым, наоборот, надо, чтобы одни и те же команды выполнялись, допустим, на разных ботах, да, допустим, изменяют параметры стратегии сразу на нескольких ботах, да, вот, то всех там 2-3 ботов включают в одну группу, да, вот, и там, написав одну команду, ее выполняют все боты. Ну, я говорю, по большей части это нужно для организации одинаковых, допустим, каких-то процессов, да, то есть изменить параметры, там, увеличить размер ордера, там, стопы изменить, либо еще какие-то в черный список, например, да, внести одинаковые монеты, допустим, для всех ботов. Поэтому по отдельности, чтобы ботами управлять, это, конечно, нужно создавать разные телеграм-группы и там размещать по одному только боту. Так, продолжим отвечать. Так, Маслоу, будет ли альтернативной разработки и управлением ботами с помощью Telegram и других средств? Сразу более 3 ботов. Ну, так, кстати, это одинаковые почти вопросы. Пока таких разработок не ведутся. Так. Так, дальше вопросы. В чатах писали, что будет добавлена возможность торговать на бирже OKX. Это, скорее всего, для Мунтрейдера. Вот. Мунбота пока новых бирж не планируется. Так, если сбились настройки старой привязки телеги, то при переподключении его необходимо самой телеграмму удалять группу. Если сбились настройки старой привязки телеги, то при переподключении необходимо самой телеграмму удалить группу. Да нет, по-моему. По-моему, не надо, просто делайте перепривязку и все. Так, дальше. Так, как нужно управлять? Можно ли инструкцию? Управлять командой есть определенные, да? То есть на сайте Константин скидывал ссылку, там есть перечень команд, да? Вот. Плюс команды бот присылает, когда вы набираете ему слово «хай». Так,
более подробно в объем, вот этот, который новый, да, VD1M. То есть это сравнение текущего объема за минуту к среднему объему, одноминутному объему на интервале в 3 часа. Да? То есть просто показывает резкий закуп, увеличение какого-то объема и так далее. Поэтому как использовать его, да, сейчас все встает вопрос. Для этого нужно просто проанализировать ваши сделки, да, и посмотреть, показывает ли он какой-то вот этот всплеск объема, да, за текущую последнюю минуту, за 60 секунд, да, во сколько раз больше, чем на средний объем за последние, допустим, 3 часа, да, то есть насколько он возрастает. И уже исходя из отчета, да, сделать какой-то вывод, какие цифры, да, нужно они будут фильтру. Опять же, тоже это не обязательный фильтр. То есть его, если хотите, можете использовать. Если он вам не дает для вашей конкретной стратегии какого-то плюса, например, да, то есть при сортировке вы смотрите, что без разницы, да, то есть там большой вот эта одноминутная дельта, либо маленький, у вас там и плюс и минус есть, да, то, конечно, он вам бесполезен. Для некоторых стратегий, да, именно такое резкое увеличение объема, да, за текущую минуту может показать, допустим, начало какого-то роста цены или потенциально, допустим, закупа и так далее. То есть, в принципе, это можно понять только проведя анализ ваших торговых сделок. Вот. И там уже посмотреть, то есть, нужно вот вам параметр или нет, да, и какие цифры, опять же, в отчете вы их тоже увидите. Еще вопросы какие? Если вопросов нет, то будем переходить к последнему нашему части нашего вебинара. Причем в отчете по сделкам дневные часовые объемы равны нулям. Но это старые, то есть старые сделки, да, когда еще не было этих параметров, то там будут нули. То есть в отчете он уже записался, то там уже 0. Вот. С текущего после релиза, когда вышло обновление, если боты у вас обновились, вот, то уже все новые сделки будут, естественно, с указанием дневного и часового объема. Поэтому это будет только для новых сделок, которые произошли после обновления Moonbot. Вот. И еще вопросы. Голосом, если кто захочет задать, то зайдите в чат голосовой и поднимите руку. Если у вас есть, конечно, микрофон. Так, если вопросов больше нету. Нет, уже не надо писать цифры, то есть уже все, когда мы начали отвечать уже на вопросы, то есть уже цифры можно не писать, то есть розыгрыш уже будет до этого. Так, еще раз, значит, да, давайте, наверное, будем уже заканчивать. Вот, еще раз всех приглашаю в нашу Moon Академию. Для того, чтобы подтянуть знания, чтобы узнать новые параметры и, естественно, то есть быстрее разобраться с Moonbot. То есть сейчас как бы параметров очень много, да, даже у нас есть пользователи, кто давно уже работает на терминале, даже они узнают много новых параметров, да, как они работают, потому что многие их могут не так понимать, да, по большей части. Для новичков же это ускоренный процесс освоения терминала, чтобы вы могли быстрее уже влиться в работу, то есть не разбираться методом тыка те или иные параметры, вот, а изучить его буквально, ну не знаю, за неделю, я думаю, даже быстрее можно, если интенсивно. Там больше 10 часов видеоуроков, например, да, записано в Академии. Вот. То есть, конечно, можно это, ну, за один день вряд ли вы сможете это все осилить, столько информации, потому что информации реально очень много. Вот. Но если посвятить, то я думаю, за 3 дня, за неделю можно вполне достаточно освоить терминал, да, его функционал. Понятное дело, что процесс настраивания стратегии займет гораздо больше времени, чем изучение этих параметров. Потому что надо набирать статистику, отчеты и так далее. И по отчетам уже анализировать те или иные параметры, которые дают вам больше профита, да, и пытаетесь исключить минусы. Вот. Так, давайте последний вопрос. Как сделать комплексный дневной отчет по нескольким ботам? Для этого просто можно выгрузить отчеты в Excel, вот, и там их уже объединить. То есть, и там уже, то есть я в Академии говорил на уроке, вот, что анализ сделок, то есть я провожу через выгрузку в Excel.
То есть там можно удобно сортировать, отфильтровывать и применять фильтры, как будто бы на эти сделки были наложены те или иные фильтры, да? Вот. То есть там по объемам, по дельтам и так далее. То есть, ну, это все я в Академии рассказываю. В Академии более подробно описаны мной на курсах все параметры триггеров, вся стратегия Moonhook с примерами объяснена, стратегия спред более подробно описана. Поэтому приходите к нам в Академию, проходите курсы, и у вас будет получать больше информации и понимания о том, что как работают те или иные параметры. Так, все, переходим к заключительной нашей части. То есть осталось 3 минуты к розыгрышу доступа в закрытый чат Академии. Так, давайте так. Так, генерируем первое число. Так, 46. Так, 46. Так, и его написал один человек, Игорь. Ага. Поздравляю, Игорь. Только вы написали это число, и оно оказалось для вас удачное. Отправить сообщение. Идем дальше. Первый победитель есть. Так, генерируем следующее число. 8. Так, и тоже есть Рэмбо. Рэмбо это наш уже ученик, да, поздравляю. Да, это уже наш ученик. Вы выиграли еще 2 недели доступа в наш чат Академии. Поздравляю, Рэмбо. Вот, а он наш уже ученик. Так, генерируем следующее число. 74. Так, 74 никто не написал. Генерируем следующее число. 89. 89 есть один. Евгений. Евгений, поздравляем, вы выиграли. Так, генерируем следующее число. 21. 21. Так, кого написали? Двое. Так, но первый был Руслан. Так, Руслан. Руслан, поздравляем. Так, и генерируем, наверное, по-моему, последнее, да, число? 63. 63 написал Николай. Николай, поздравляем. Так, сколько у нас победителей? Так, 1, 2, 3, 4, 5. Да, все 5 победителей есть. Все 5 победителей есть. Так, а что с 21 у нас? Что у нас с 21? Давайте проверим. Нет, Александр, вы, видите, вы позже написали по времени. Первый написал Руслан. 23:08. То есть по нашим правилам, то есть тот, кто первый пишет сообщение, тот и выигрывает. Поэтому, Руслан, все верно. Первый, кто написал, тот является победителем. Вот. Поэтому нет, все верно. Все абсолютно верно. Так что, Александр, не обижайтесь. Все. Всем спасибо за внимание. Еще раз приглашаю в нашу Академию для изучения Moonbot, для освоения его функционала, особенно стратегий. И до скорой встречи на следующих вебинарах.